Я приветствую вас, танкисты. Меня зовут Заган, а это значит, что вы смотрите Танкомахач. Вполне себе обычную передачу, в которой две железные армады всего лишь убивают друг друга 4 раунда подряд. Вы наблюдаете, как на открытой карте степи две команды лютых соперников уже ввязались в бескомпромиссный бой. Американские и французские барабанные тяжелые танки 10 уровня, чей махач вы постоянно выпрашивали у нас, начали обмен стальными болванками. Каждое ваше пожелание, которое вы пишете в комментариях или в нашей группе ВКонтакте, мы читаем, принимаем к сведению, устраиваем голосование и выбираем самую лучшую пару. До каждого танка обязательно дойдет очередь, просто нужно время и терпение. Сегодня очередь AMX-50B и Т-57 Heavy выяснять отношения в Танкомахаче. И пусть победит сильнейший. Снаряды за голду в нашей передаче запрещены, поэтому они никак не повлияют на итог боя. Если ваш любимый танк попал в передачу, не ждите снисхождений. Считаете его имбой? Пожалуйста, никто не запрещает. Но не забывайте о том, что противоположная команда также считает свой танк лучшим, поэтому ваши надежды могут быть жестоко разбиты о броню и вдавлены в грунт тяжелыми гусеницами противника. А тем временем у нас происходят очень интересные события. По ходу напряженного и равного сражения французские барабанщики все же вырвали инициативу и побеждают американцев. 1-0 после первого раунда, и мы идем на разбор ТТХ. Два с виду очень похожих танка Т-57 Heavy и AMX-50B имеют массу поклонников. И это неудивительно, ведь это единственные тяжелые танки на 10 уровне, которые имеют барабан заряжания. Разумеется, споры о том, кто же круче, не умолкают ни на минуту. И хотя танки внешне весьма схожи, они имеют очень много отличий. Французский танк тяжелее своего собрата и имеет огромные размеры, что не мешает ему быть самым быстрым и динамичным тяжелым танком в игре, благодаря своему двигателю в 1200 лошадиных сил. Приличный вес плюс отличная скорость способствуют великолепному тарану. Heavy куда более медленный и проигрывает здесь полностью. Так же, как и в скорости поворота корпуса, здесь француз на порядок лучше и даст фору даже многим средним танкам. А вот башня крутится у наших подопытных одинаково. Американец имеет вполне хорошую лобовую броню корпуса, которая позволяет нагло выкатываться из-за укрытий и раздавать плюхи вражинам. Француз менее бронированный, но даже его лягушачий лоб корпуса иной раз ловит рикошеты, которые, правда, могут отлететь прямиком в картонную башню. Хотя поговаривают, что после перевода 50B в HD его башня стала не такой уж легкой целью. Башня американца бронирована лучше, способна вытанковывать урон и частенько радует обладателя танка рикошетами, что является одним из плюсов танка. Но не броней славятся эти машины, а своими классными 120-миллиметровыми пушками, оснащенными барабаном заряжания на 4 снаряда, перед которым дрожат и трепещут соперники. Давайте быстро пройдемся по характеристикам орудий. Разовый урон обеих пушек одинаков и составляет в среднем 400 хп. Однако благодаря меньшему времени перезарядки барабана и перезарядки внутри барабана Т-57 Heavy имеет гораздо более высокий ДПМ. И вроде бы это должно стать решающим фактором в пользу американца, если бы не одно печальное «но», которое рушит все американское преимущество. А именно, время сведения орудия и его стабилизация не являются плюсом Heavy, а играют на стороне француза и почти нивелируют преимущество в перезарядке. Точность пушек и углы вертикальной наводки одинаковы, так же как и бронепробитие. Мы переходим к бою на городской карте, где сможем узнать, какой из танков круче в настоящей, беспощадной, жестокой и кровавой битве. Прочь сухие цифры и диванные теории, только в бою можно узнать, какой из танков сильнее. 28 тяжелых боевых машин уже ввязались в городской бой, который проходит на одной из самых любимых карт Танкомахача – Энске. Спрогнозировать итог боя я не могу. Рискну лишь предположить, что в битве на городской карте на небольших расстояниях преимущество 50B в динамике, скорости и лучшей стабилизации орудия будет нивелировано. И сыграет свою роль лучшая перезарядка Т-57 Heavy, что, вероятно, даст возможность реализовать ураганный ДПМ.
Если вы хотите принять участие в Тонкомахаче, загляните в описание под видео и в нашу группу ВКонтакте. Там вы найдете подробную информацию о дате, времени и месте проведения следующих съемок. Готовьте свои любимые танки Объект-263 и Объект-268 и приходите сражаться. Тяжелая битва в городских кварталах Энска завершается. Хэвики смогли одолеть своих французских коллег, и у нас ничья после 2 раундов. На степях AMX-50B старался играть на дистанции, пользуясь лучшим сведением и стабилизацией, чем у Т-57 Heavy. Живо отстреливал барабан и закатывался за укрытие, используя классную подвижность. А вот в городе шансов удержать барабанных американцев на расстоянии не было. Пришлось сражаться в ближнем бою, что привело к поражению. Третий раунд — стенка на стенку. Нас ожидает невероятно динамичный и быстрый бой. Оба противника имеют хорошие барабанные зубы и способны пожирать оппонента без промедлений. Бой начинается. Я думаю, это будет весело и бодро. Стенка на стенку — это всегда красивые и напряженные бои. Вот и сейчас мы наблюдаем бодрое танковое рубилово в исполнении наших испытуемых. Ставьте лайк за мужественных танкистов, которые отчаянно сражаются и не уступают даже в безвыходных ситуациях. Битва заканчивается победой Т-57 Heavy. Счет в Тонкомахаче 2-1. Американский танк смог вырвать преимущество у своих французских соперников и смел их со взлетного поля аэродрома. А мы переносимся в Химмельсдорф, где возле центрального фонтана уже собрались все участники 11-го выпуска Тонкомахача, чтобы выяснить лучшего в раунде 1 на 1. Мы выбрали самых сильных ребят из всех, которые сражались в прошлых раундах. По 3 противника с каждой стороны. Победивший танк не выходит из битвы и продолжает сражение с новым соперником. И так, пока не кончатся танки. Победа Т-57 Heavy или очередная ничья в Тонкомахаче. Именно это пытаются выяснить наши гладиаторы. Хотя к французам больше подходят названия мушкетеры, а вот их соперников можно назвать ковбоями. Не хочу заниматься прогнозами и гадать на французских булочках. Скажу лишь, что в этой битве может решить маневренность и скорость AMX-50B. Во время перезарядки французский танк будет легко убегать от своего медлительного брата, используя фонтан как хорошее укрытие. Посмотрим. Выстрелы, промахи и попадания, рикошеты и непробития, интересные противостояния игроков высокого уровня — это то, за что вы любите Тонкомахач. А у нас победа AMX-50B, которому в раунде 1 на 1 даже не понадобилась помощь третьего мушкетера. Общий счет по раундам 2-2. Уже 3-й выпуск подряд в Тонкомахаче боевая ничья. Напишите в комментариях свои мысли по этому поводу. Лично меня вполне устраивают результаты, которые получаются в последних выпусках, так как танки, которые вы выбираете для Махача, являются вполне равными соперниками. Для вас старался я, Зэган, Арбузный и еще множество отважных танкистов, которые искусно сражались и отстаивали честь своих боевых машин. Подпишитесь на лучший канал по игре World of Tanks, What Fun, а также загляните на наши каналы. Я прощаюсь с вами и увидимся на полях сражений.